Пока Деннис работал в гараже над машиной своей мечты, сын Денниса, Ник, резко прервал его. Он заявил, что нашел грузовик, спрятанный на территории его дома, и что в нем было что-то пугающее. Он ясно видел, что его сын был напуган увиденным, потому что едва мог говорить. Поэтому Деннис решил разобраться в этом и выяснить, правду ли говорит его сын. Но Деннис не знал, что то, что было спрятано в том грузовике, перевернет его жизнь с ног на голову. Деннис и Ник пешком добрались от фермы Денниса до грузовика. Деннис не поверил Нику, потому что знал каждый квадратный метр своей земли и предположил, что тот должен был заметить что-то размером с грузовик. Однако его сын все еще плакал, так что это могло быть правдой. Но что могло быть в этом грузовике, подумал Деннис. Из-за огромной собственности Денниса им потребовалось некоторое время, чтобы добраться до грузовика. После того, как они шли около часа, Деннис задумался, не лучше ли было бы взять квадроцикл. Но было уже слишком поздно, и, по словам Ника, они почти добрались до места. «Всего несколько минут», — сказал он. Затем, когда они приблизились к грузовику, Деннис заметил на деревьях какие-то невиданные ранее отметины. Деннису все это показалось довольно странным, поскольку он никогда такого не видел. Это должен был быть кто-то другой. Возможно, его сын Ник в конце концов говорил правду. Когда они были почти у грузовика, ситуация стала еще более странной. Деннис и Ник увидели кучу мусора на обочине дороги. И это было чрезвычайно странно, потому что обычно никто не путешествует так далеко по владениям Денниса. С каждой минутой история Ника становилась все более правдоподобной. И тут Ник закричал: «Вот оно!» Деннис не мог поверить своим глазам. На его территории действительно что-то было спрятано. В конце концов, Ник говорил правду. Грузовик, очевидно, был спрятан, потому что был накрыт сеткой. Деннис отметил, что, вероятно, он был спрятан не просто так, и его предположение подтвердится несколько мгновений спустя. Деннис снял сетку, и вот он, грузовик, спрятанный посреди владений Денниса. Он просто не мог поверить, что это происходит на самом деле. Это было неподходящее место для грузовика, потому что поблизости не было ни дороги, ни чего-либо еще. Так как же, черт возьми, грузовик оказался здесь? Деннису стало любопытно, что могло быть в грузовике, поскольку было совершенно ясно, что сеть означала, что этот грузовик не должны были найти, поэтому там должно было быть что-то спрятано. И Деннис сказал Нику: «Оставайся здесь, сынок. Я собираюсь сесть в грузовик». Деннис подошел к грузовику и вдруг услышал громкий хлопок. Деннис вздрогнул и отскочил назад почти на 2 метра. Казалось, что кто-то внутри грузовика колотит в металлическую дверь. «Но, конечно, здесь никого не будет», — подумал Деннис. Деннис был очень напуган громким хлопком, а когда оглянулся, то увидел убегающего Ника. Он не хотел, чтобы его сын заблудился на территории, потому что было уже поздно. Поэтому ему нужно было отвезти Ника обратно к грузовику, чтобы посмотреть, что там внутри. Деннис кричал сыну, чтобы тот остановился, но Ник продолжал бежать и отказывался слушать. Прошло некоторое время, прежде чем Деннис подошел ближе, потому что мальчик бежал так, словно от этого зависела его жизнь. Ник, возможно, уже знал, что находится в грузовике, потому что был в ужасе. Он остановился на секунду, обдумывая все это, чтобы понять, куда повернуть, и быстро побежал за своим сыном. Внезапно он осознал, насколько слаба его выносливость, так как он запыхался после минутного бега. Он попросил сына остановиться и, наконец, приблизился к цели. Наконец Деннис схватил сына и прижал к себе. «Все в порядке, Ник. Не принимайте это близко к сердцу». Он почувствовал, что тело Ника сотрясает дрожь, и мальчику потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Деннис сказал сыну, что они должны вернуться и выяснить, что было в том грузовике. Ник все еще был напуган и не хотел возвращаться к грузовику. «Что ты увидел в том грузовике?» – спросил Деннис.
Ник заикался и не мог ответить на свой вопрос. Прошло некоторое время, прежде чем Деннису удалось успокоить сына. Но через некоторое время он успокоился, и они вернулись к грузовику. Деннис и Ник вернулись к грузовику, и Деннис приглядывал за Ником, потому что не хотел, чтобы тот снова убежал. Деннис все еще был на взводе после погони за сыном, поэтому он продолжал пытаться успокоить Ника, не теряя его из виду. Оставалось всего несколько минут до того, как они вернутся к грузовику. Через несколько минут ходьбы они добрались до грузовика. Деннису было очень любопытно, что могло быть спрятано внутри этого грузовика, но кроме того, он был осторожен, так как помнил громкий хлопок, который раздался всего несколько мгновений назад. Деннис очень осторожно приближался к грузовику, потому что знал, что должен быть начеку. Он оглянулся, чтобы посмотреть, там ли еще его сын, и, к счастью, так оно и было. Он стоял за деревом и видел, что мальчик все еще напуган. Деннис оглянулся на грузовик. Наконец-то он решил посмотреть, что находится в этом грузовике. Он поискал дверную ручку, но не удивился, обнаружив, что грузовик заперт. Деннис потянул за нее пару раз, но она, похоже, не поддавалась. Он огляделся и вдруг увидел большую палку. На конце у палки был выступ, которым можно было бы разбить одно из окон. «Осторожно, Ник! Я разобью окна!» Деннис закричал на своего сына. Он хотел подготовить его к тому, что должно было произойти, чтобы тот не испугался и не убежал снова. Он медленно взмахнул палкой над головой и со всей силы ударил ею по водительскому стеклу. Как только он смог открыть грузовик, ужасный запах заставил Денниса отступить на 2 шага. Он закрыл нос руками, когда снова приблизился к грузовику. И тут он увидел это. И от этого у него сразу же мурашки побежали по коже. Он никогда раньше не видел ничего подобного. Это был скелет, но дело было не только в нем. В руках у него была коробка с письмом, в котором говорилось «Никогда не открывай эту коробку. Это приведет мир к большой опасности. Избавься от нее». «Это жутко», — подумал Деннис. Однако он услышал голос в своей голове, который велел ему открыть коробку. В голове Денниса роилось столько вопросов. Почему этот скелет защищал этот ящик? Казалось, он отдал свою жизнь, чтобы защитить этот ящик. Деннису нужно было знать, что было в этой коробке. Он задумался, стоит ли ему позвонить в полицию или разобраться в этом самому. Деннис решил оставить скелет там, где он был, и, возможно, позвонить в полицию завтра или около того. Сначала он хотел узнать, что было в этой коробке. Он решил разобраться в этом сам. Но было уже поздно, и он сказал Нику, что они пойдут домой пешком. Когда Деннис и Ник шли обратно, Деннис не мог думать ни о чем, кроме того, что могло быть в этой коробке. Затем он посмотрел на Ника и увидел, что тот все еще напуган скелетом, который только что увидел. Деннис понял, почему тот испугался. У него самого мурашки побежали по коже. Так почему не у его 8-летнего сына? Наконец они добрались до дома, и Деннис немедленно объяснил своей жене Монике, что произошло посреди леса. Моника внимательно выслушала его, затем посмотрела Деннису в глаза и сказала: «Ты что, издеваешься надо мной?» Деннис сразу же сказал «нет» и быстро взял коробку, чтобы показать ее Монике. Моника была поражена, увидев коробку со страшным письмом. Деннис объяснил, что хотел открыть коробку сам, но Моника наотрез отказалась и потребовала, чтобы он немедленно вызвал полицию. Деннис не согласен с решением жены и говорит, что в этой коробке может быть что-то ценное. Моника ответила, что они не знают, что в нем, и что это может быть что-то очень опасное, судя по записке на коробке. Фраза «содержимое коробки подвергает мир смертельной опасности» появилась бы там не просто так. Деннис отказался слушать Монику. «Я открою ее утром, а теперь давай спать. Я не хочу с тобой спорить». Моника выглядела очень сердитой, но она знала, что спорить с Деннисом бесполезно. Завтра утром она откроет коробку. Деннис проснулся рано, потому что был очень рад наконец-то открыть коробку. Он верил, что в коробке может быть что-то чрезвычайно ценное, что сделает их семью очень богатой.
Он пошел в гараж и собирался забрать коробку, как вдруг ее там не оказалось. Где она могла быть? Деннис начал поиски и перевернул весь гараж вверх дном. Он знал, что положил его сюда вчера. После часа безуспешных поисков он вдруг вспомнил, что Моника строго-настрого запретила ему открывать коробку. Деннис подумал, что она как-то связана с этим. Деннис быстро подошел к Монике и спросил, где она оставила коробку. Моника сказала ему, что она позвонила своему отцу и что он также проинструктировал ее, что они должны передать это в полицию, поэтому Моника отнесла это в полицейский участок. Деннис был в ярости из-за Моники. «Как ты могла так поступить?» – он закричал. «Я собираюсь вернуть это обратно». Деннис пошел в гараж за ключами от машины. Он хотел как можно быстрее добраться до полицейского участка. Возможно, его уже открыли, а он этого не хотел. Он уже собирался уходить, когда услышал вдалеке вой сирен. Он вышел на улицу и увидел, что там действительно завыли сирены полицейских машин. Деннис понятия не имел, почему к его дому подъехало так много полицейских машин. Их было не одна. Полицейских машин было 6. Он уже собирался подойти к полицейской машине, когда все пошло наперекосяк. Они окружили его всеми своими машинами, так что ему некуда было деваться. Он попытался отступить, но его спина уже была прижата к стене собственного дома. Внезапно двери широко распахнулись, и из каждой машины выскочили по 2 офицера. Всего их было 12. «Остановись!» Несколько полицейских закричали на Денниса, одновременно направив на него пистолеты. Деннис вскинул руки и подумал, что, черт возьми, здесь происходит. Полицейские подбежали к Деннису и сказали, что вы арестованы. У вас есть право хранить молчание. Деннис был в шоке и понятия не имел, за что его арестовали. Он знал, что это как-то связано с таинственной шкатулкой, но он не сделал ничего плохого. Так за что им его арестовывать? Он подумал, что они уже открыли ее. Затем, откуда ни возьмись, он услышал чьи-то крики и плач. Деннис увидел Монику, которая тоже была в шоке. «Что вы здесь делаете?» «Я отнесла коробку обратно в участок. Почему вы его арестовываете?» Она кричала и плакала одновременно и пыталась отпустить Денниса. Она побежала к Деннису и полицейским, но ей не следовало этого делать. 4 полицейских повалили Монику на землю. «Оставайтесь на месте, мэм!» – кричали они ей. Деннис кричал на свою жену, чтобы она успокоилась, потому что это не помогало. Он знал, что не сделал ничего плохого, так что все будет в порядке. Он ждал. Когда Деннис и полицейские подъехали к участку на патрульной машине, он уже начал расспрашивать офицеров, чтобы получить информацию. Он несколько раз спрашивал о коробке. К сожалению, он не смог получить от них никаких ответов, поэтому ему пришлось подождать, пока он не доберется до станции. Остаток поездки прошел в молчании, но в его голове не было тишины. Он думал обо всех возможных ситуациях, которые могли произойти на вокзале. Когда они, наконец, прибыли, его силой вывели из машины и затолкали внутрь, все еще в наручниках. Когда он прибыл в участок, все, казалось, были в курсе ситуации. Все, казалось, были очень злы на него, поскольку он ясно видел отвращение на лицах всех, кто вел себя так, словно он был каким-то преступником. Его посадили в камеру, где никого не было. «Вам придется немного подождать здесь. Через час мы доставим вас на допрос». Деннис был потрясен, внезапно оказавшись в грязной камере. Он никогда раньше не сидел в камере, и это вызывало у него мурашки по коже. Он надеялся, что пройдет совсем немного времени, прежде чем он вернется домой к своей семье. Он остался один, наедине со своими мыслями. Он понятия не имел, сколько времени это займет, но знал, что пробудет там довольно долго. Все, что он хотел сделать, это позвонить жене и извиниться. Ему не следовало доставать коробку из машины, и следовало немедленно позвонить в полицию. После часа ожидания офицер вывел его из камеры и сообщил, что его будут допрашивать. Когда он вошел в комнату для допросов, он почувствовал, что полицейские крепко сжимают его руку, что показалось Деннису очень неприятным.
На самом деле он не испытывал никакого уважения со стороны всех них. В комнате для допросов было холодно и темно. Там горела только одна лампочка. Его никогда раньше не допрашивали, но он очень часто смотрел криминальные сериалы. Он надеялся, что найдет офицера, который облегчит ему задачу, но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. Деннис не знал, как реагировать на агрессивных офицеров в комнате для допросов. Они вели себя так, как будто Деннис был преступником, и ему предстояло провести годы в тюрьме. Первые несколько минут Деннис размышлял, как ответить. Он знал, что все, что он скажет, может быть использовано против него. Ему нужно было быть осторожным. Офицер полиции продолжал кричать на Денниса: «Где ты взял эту коробку?» Этой коробке много веков, и она таит в себе много опасностей. Деннис не особо интересовался полицейским, потому что все, о чем он мог думать, это о том, что было внутри этой коробки. Ее уже открыли? Но то, что он не отвечал на вопросы, только усугубляло ситуацию. У полицейских создалось впечатление, что Деннису все это безразлично, и они почти решили, что это его способ признаться. Но в конце концов, Деннис начал рассказывать свою историю. Он понял, что говорить правду лучше, чем молчать. Деннис снова и снова рассказывал свою историю о том, как он получил коробку. Его сын Ник нашел спрятанный грузовик, а когда Деннис заглянул в него, то обнаружил скелет и ту таинственную коробку. На самом деле они ему не поверили, но потом Деннис придумал, что сказать. Деннис сказал, что он разрешит полицейским осмотреть его владение, чтобы они могли найти спрятанный грузовик. Таким образом, рассказ Денниса можно было бы проверить, и полицейские убедились бы, что он говорит правду. Полицейские согласились с этим условием, и Деннис был возвращен в свою камеру. Когда Деннис вернулся в свою камеру, он не мог не задаться вопросом, что же было в этой коробке. Он также задавался вопросом, открыла ли его уже полиция. Он думал, что открыла, иначе они бы его не арестовали. Возможно, в этой коробке было что-то очень опасное. Сейчас ему больше, чем когда-либо, хотелось позвонить Монике. Он хотел предупредить ее о приезде полиции и, возможно, посоветовать ей отвезти Ника к его бабушке и дедушке. Маленькому мальчику не следовало видеть такую сцену, но здесь не было никого, кого он мог бы спросить. Он снова остался один. Снова. После 4-часового ожидания несколько полицейских вернулись в его камеру. Они сказали, что видели грузовик и скелет в нем. Рассказ Денниса наконец подтвердился, и теперь они знали, что он говорил правду. Денниса отвели обратно в комнату для допросов. Деннис сразу заметил, что атмосфера изменилась. Полицейские казались менее агрессивными. «Итак, Деннис, мы побывали на вашей ферме и должны сказать, что она очень большая. За таким количеством акров земли, как у вас, должно быть очень трудно ухаживать». Деннис кивнул, но все, о чем он мог думать, это о том, как перейти к делу. Они рассказали ему, что приехали в пустой фермерский дом. Мы попытались позвонить в дверь и узнать у вашей жены, все ли с ней в порядке. Мы обыскали периметр, но ее не было дома. Итак, мы отправились по координатам, которые вы нам дали, и, конечно же, нашли грузовик с человеческим скелетом внутри. Для него было некоторым шоком услышать, что скелет был найден. В глубине души он надеялся, что кости были поддельными. Никто бы не захотел, чтобы на его территории обнаружили труп. Это могло означать, что потребуется судебный процесс. Но это было не единственное, о чем он думал. «Итак, офицеры, вы видели грузовик, верно? Вы знаете, что я говорю правду. Я все еще подозреваемый», — спросил Деннис. Полицейские ответили, что он больше не подозреваемый. Они видели грузовик и скелет, поэтому знали, что таинственная коробка была из того спрятанного грузовика. Но теперь следующей загадкой, особенно в случае с Деннисом, стало выяснение того, что было в этой коробке. Было ли это действительно опасно, как говорилось в письме, или это было просто поддельное письмо? Ему нужно было узнать больше о том, что было в этой коробке. Это действительно было опасно или нет? Полицейские сказали Деннису, что они уже открывали коробку, и именно поэтому арестовали его.
Но они не могли сказать ему, что было внутри коробки. «Ни за что», — подумал Деннис. Он должен был знать, что было в этой коробке, поэтому заявил, что имеет право знать, потому что она была найдена на его территории. Офицеры переглянулись, прежде чем согласиться предоставить информацию при одном условии. Деннису не терпелось узнать, что это за условие. Они попросили его подписать бумагу, обещающую, что все останется в этой комнате. Они сказали ему никому не рассказывать. Деннису оставалось только согласиться с офицерами. Он знал, что подписывать контракт с полицией не самый умный поступок, но ему было слишком любопытно узнать, что находится в этой коробке. Офицеры отнесли документы внутрь, и Деннис подписал контракт. Наконец-то Деннис узнает, что было в этой коробке. Офицеры сказали Деннису, что он сможет увидеть содержимое собственными глазами. Деннис был очень взволнован, но что-то в озабоченных лицах офицеров мешало ему прыгать от радости. То, что они были так напуганы и волновались, не было напрасным. Они отвели Денниса в специальную комнату и сказали ему подождать, пока они что-нибудь принесут. Деннис думал, что они принесут ему коробку, но когда они вернулись через некоторое время, одетые в белые защитные костюмы, он был ошеломлен. Они принесли такой же и для Денниса и попросили его надеть его. «Это действительно необходимо?» Деннис осторожно спросил, но, судя по всем присутствующим, к этому не стоило относиться легкомысленно. «Да, пожалуйста, наденьте это», — попросил один из полицейских. Деннис знал, что должен подчиниться. В конце концов, они оказывали ему услугу. Они могли передумать и сказать ему, чтобы он уходил. Поэтому Деннис быстро надел свой защитный костюм. Затем его подвели к другой двери. На двери была табличка, которая могла означать только одно – опасность. Внезапно Деннис перестал быть уверен, что ему нужно знать, что находится внутри коробки. Не приведет ли это к его падению? Деннис осторожно проследовал за полицейскими в комнату. В центре комнаты был только один стол, на котором стояла коробка. На одной из стен была большая стеклянная стена, за которой группа полицейских начальников наблюдала с безопасного расстояния. Они следят за нами, чтобы убедиться, что все соответствует кодексу. Один из офицеров сказал об этом Деннису, заметив, что тот пристально смотрит на него. Деннис подумал, что он наблюдает за нами, но у него не было времени отступить. Один из офицеров уже стоял у коробки, готовый открыть ее. Деннис быстро направился к столу, и все остальные последовали за ним. Когда стол окружили офицеры и Деннис, офицер медленно открыл коробку. Деннис с трудом выносил напряжение, поэтому закрыл глаза, боясь того, что он увидит. И тут коробка открылась. Это было, мягко говоря, разочарованием. Деннис медленно открыл глаза и увидел насекомое, сидящее внутри коробки. Это было не похоже ни на что, что он когда-либо видел раньше. Но какой вред могло причинить такое насекомое? «Я понимаю ваше замешательство», — внезапно сказал один из офицеров. «Но это не обычное насекомое. Это насекомое заражено несколькими болезнями, и если бы оно вырвалось на свободу, это привело бы к серьезному кризису в области здравоохранения». Деннис ахнул. Он быстро отступил назад и столкнулся с полицейским. Он увидел достаточно и хотел как можно скорее покинуть помещение и отправиться домой. Вскоре после этого Денниса выпустили из тюрьмы. Он побежал домой, где крепко обнял жену и сына. Полиции потребовалось еще несколько дней, чтобы привести грузовик в порядок и отбуксировать его, но после этого Деннис был рад, что больше никогда не попадал в подобную ситуацию.